Сегодня хотелось бы подробнее остановиться на причинах санкций, объяснить, кто в этом виноват и в чем смысл санкций. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это то, что вина за ухудшение экономической ситуации в стране лежит только на нелегитимной власти Лукашенко. Именно она превратила Беларусь в страну-изгоя. Внешние кредиторы не будут рисковать своими средствами, инвестируя в Беларусь. А белорусский бизнес не станет под огромным катком репрессий реинвестировать в развитие страны. Никто не заинтересуется страной с неподъемным внешним долгом и с огромными внутренними долгами. И кто в этом виноват сегодня, 23 июня 2021 года? Ответ один. Режим Лукашенко. Это произошло не сегодня и не вчера, а задолго до введения санкций. Пропаганда использует тему санкций, чтобы переложить вину за свое бездарное управление в экономике на санкции, которые еще даже не вступили в силу. Санкции вводятся и усиливаются только в ответ на действия нелегитимной власти, фальсификацию выборов, убийства и пытки мирных граждан, непрекращающиеся репрессии, коррупцию и контрабанду, захват гражданского судна, а теперь еще и организацию нелегальной миграции в страны Евросоюза. Все эти действия режима создают угрозу не только для граждан Беларуси, но и для всей Европы. Мог ли режим избежать санкций? Абсолютно. Белорусский народ, демократические силы, а также Евросоюз и США неоднократно предлагали остановить маховик репрессий, освободить невиновных и назначить новые выборы. Это предлагали президент Франции, канцлер Германии, глава Евросовета, многие политические и общественные деятели. А главное, этого требовал белорусский народ. Режим не пошел на диалог и не выполнил требований. Любые другие причины санкций, о которых говорит пропаганда, ложь. Санкции – один из способов принудить соблюдать законы и права человека тех, кто отказывается это делать и использует присвоенную власть, чтобы избежать ответственности. В этом случае другие страны могут принимать меры, поскольку эти нарушения затрагивают признанные в международном праве приоритеты прав человека и свобод гражданина. Еще раз, санкции – это ответ на преступление режима. Они призваны остановить маховик массовых репрессий в Беларуси. Эти меры воздействия должны перекрыть источники обогащения режима, ликвидировать, мы не идеалисты, но хотя бы часть коррупционных схем вокруг госпредприятий. Мизерные зарплаты рабочих и бюджетников, в том числе связаны с тем, что прибыли от калийных удобрений, белорусской техники, нефтехимической продукции и других товаров и услуг оседают в карманах семьи диктатора и его приближенных и хранятся в Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре. Каждый его день у власти обходится стране и каждому гражданину дороже, чем самые жесткие санкции. Санкции позволят перекрыть финансирование террористического режима и аппарата репрессий. Сейчас рабочим на всех предприятиях достается только мизерная подачка на хлеб и воду. Все денежные потоки от производства направлены только в один карман, который к народу не имеет никакого отношения. Более того, на всех этих предприятиях существует жесточайшая система подавления какого-либо выражения своего мнения или гражданской позиции. За любое инакомыслие – увольнение или тюрьма с пытками и избиениями. Соглашусь с представителями режима. Санкции не развалят экономику страны. Просто они заберут у них деньги. Поэтому мы слышим из их уст такой психоз. Именно из вышеуказанных целей и исходила команда юристов, экономистов, дипломатов Народного антикризисного управления взаимодействия при подготовке Евросоюзом, США, Великобританией и Канадой санкций в отношении нелегитимного режима. Что мы должны делать сейчас? Первое. Мы должны помнить наши общие требования. Освобождение всех без исключения заключенных, которых преследуют по политическим мотивам. Начало уголовных дел против реальных преступников и проведение новых честных выборов без Лукашенко и уже в нынешнем году. Диктатор и его приближенные начнут торг. Уже начали. Наш подход – выполнение режимом всех без исключения требований белорусов. Второе.
Мы не должны подписывать провластные письма об отмене санкций. Мы видим, как представители нелегитимной власти боятся этих санкций. Очевидно, что режим понимает, удар будет болезненный. Третье. Нам важно препятствовать уходу режима от санкций. Присылайте нам информацию о смене собственников предприятий, находящихся под санкциями, либо о перерегистрации компаний, которыми владеют люди, находящиеся под санкциями на других лиц. Контактную информацию вы найдете в описании под видео на YouTube. Четвертое. Направляйте всю доступную информацию о белорусских компаниях под санкциями, которые продолжают экономические отношения режима через другие компании, с компаниями Европы, США, Великобритании, Канады и других стран, которые ввели санкции. Пятое. Присылайте данные об аффилированных лицах, связанных с находящимися под санкциями компаниями для их санкционного преследования. Наша позиция заключается в том, что санкции должны быть сильными, чтобы они были краткосрочными. Их сила обеспечит возможность выполнения требований народа в ближайшей перспективе без вреда для экономики и белорусов.